Светлая утренняя зала ветеринарной клиники Бакс наполнялась гудением кондиционера, а запах антисептика смешивался с ароматом кошачьего корма, заставляя чувствовать себя уютно. Доктор Олеся Ивановна, опытная ветеринар, заканчивала свое ночное дежурство, проверяя последние записи в журнале. Каждый новый случай, который она решала за эти часы, напоминал ей о том, почему она выбрала именно эту профессию. Каждое утро приносило сложности и вызовы, но это утро было особенным. В приемной на стойке регистрации лежала карточка с пометкой «Подброшена кошка без имени». Олеся подняла карточку и, взглянув на нее, почувствовала, как ее сердце сжалось. На карточке было отмечено, что кошка беременна, и ее принесли двое людей, которые, к сожалению, хотели усыпить эту живую душу, не желая брать на себя ответственность за ее судьбу. Жесткие правила клиники обязывали Олесю реагировать на подобные ситуации согласно протоколу, но она умела чувствовать, когда нужно было принимать иное решение. За годы работы она научилась различать отчаяние и страх животных, и эта кошка нуждалась в помощи. Подойдя к клетке, она увидела обречённое существо с свалявшейся шерстью и глазами, полными тоски. Кошка прильнула к прутьям клетки, словно искала утешения. Олеся наклонилась и шепнула: «Ты не одна, я тебя не оставлю». Её решение пришло быстро. Она не могла взять на себя ответственность за усыпление животного. Кошка нуждалась в доме, а не в смерти. Олеся решила, что сделает все возможное, чтобы найти ей новый дом. Она чувствовала, что в этом плане начнется настоящее испытание ее настойчивости и готовности бороться за жизни беззащитных существ. Взяв телефон, Олеся набрала номер волонтерки Таисии, с которой уже работала в поисках временного приюта для других животных. Таисия с ее добрым сердцем и неугасимой энергией была готова помочь. Несмотря на то, что было раннее утро, у нее сразу нашлась куча идей о том, как поступить дальше. «Таисия, мне нужна помощь. Я только что приняла беременную кошку, но мне некуда ее девать». Спустя несколько часов напряженных звонков и обзвонов приютов, надежды становилось все меньше. Чем больше Олеся слушала, тем сильнее ее сердце сжималось от беспокойства. Однако в конце концов Таисия нашла временный приют. Семья Васильевых согласилась принять кошку на пару недель, и это стало настоящим облегчением для Олеси. Она знала, что сейчас главное убрать кошку с улицы и обеспечить ее хотя бы временной кровлей. Кошка, которую Олеся решила назвать Муркой, прибыла в дом Васильевых. Мария, старшая в семье, с трепетом распахнула дверь и увидела ее. Мурка была насторожена и побаивалась новых людей, но вскоре, прижавшись к руке Марии, почувствовала себя чуть более комфортно. Мария, открыв свое сердце и дом Мурке, понимала, что это не просто спасение, а шанс на новую жизнь для животного, которое когда-то было оставлено без внимания. «Не бойся», – прошептала Мария, – «здесь ты в безопасности». Ночь выдалась неспокойной. Мурка не могла уснуть, и Мария осталась рядом, готовая поддержать ее в этот не самый легкий момент. Вскоре из-за живота Мурки раздался треск. Начались роды. Мария замерла, с замиранием сердца наблюдая за процессом. Наконец на свет появились трое замечательных котят. Черный мальчик, рыжая девочка и серый мальчик. Это было чудо. Мурка, вылизывая своих детенышей, смотрела на них с таким теплом, что у Марии на глазах появились слезы радости. Она знала, что стала частью чего-то действительно красивого. Ее сердца переполняли чувства, и она пообещала себе, что сделает все возможное, чтобы обеспечить Мурку и ее котятам хорошую жизнь. Но счастье длилось недолго. Через неделю семья Васильевых должна была уехать, а Таисия вновь оказалась в поисках временного приюта для Мурки и ее котят. Олеся решила действовать и предложила забрать всю семью к себе.
Ее сердце радовалось, и она не могла дождаться встречи с Муркой и новорожденными. Когда Мурка вместе с котятами переехали к Олесе, она активно начала готовить комнату. Все необходимые принадлежности были под рукой, и Олеся регулярно проверяла их здоровье и вес. Котята росли быстро. В их жизни много забавных моментов. Они учились ходить, прыгать и играть друг с другом. Мурка следила за ними с материнской строгостью, но в то же время с нежностью, от которой все вокруг становилось теплее. Каждый день Олеся искала потенциальных хозяев для котят. Сердце ее трепетало каждый раз, когда приходил звонок или сообщение о желании взять котенка. Вскоре она осознала, что Мурка и ее котята стали неотъемлемой частью ее жизни. Олеся готовила себе душевные нотки, читая статьи о том, как найти хорошие семьи для животных, чтобы ее питомцы были в безопасных руках. Ее квартира превратилась в небольшой уединенный уголок, где Мурка, Черныш, Рыжик и Дымка создавали атмосферу счастья. Котята активно исследовали пространство, забирались на шкафы и гонялись за тенями. Олеся с удовольствием наблюдала за их прогрессом, улыбаясь тому, как Мурка являлась обучающим катализатором в этом хаосе. Она заметила, как котята начинают проявлять свои маленькие веселые характеры. Черныш всегда был шутником, Рыжик же не любил, когда кто-то шел у него на пути, а Дымка была самой неугомонной и любопытной из всех. Таисия, не покладая рук, искала идеальные семьи для каждого котенка. Она размещала объявления в социальных сетях, раздавала листовки и рассказывала о чудесных малышах на каждом углу. Первой найденной семьей для Черныша стала Лидия, которая потеряла своего кота полгода назад. Лидия сразу влюбилась в веселого малыша, который, казалось, лишь ждал своей возможности стать преданным другом. Дымка же нашла дом у молодой пары с 5-летней дочкой, которая мечтала о пушистом друге, с которым можно было бы играть и делиться секретами. Однако Рыжик, обладая особым характером, оказался настоящей проблемой. Его защитная реакция пугала потенциальных хозяев, и никто не понимал, что такое поведение всего лишь следствие его страха. Олеся объясняла людям, что Рыжик просто требует времени и терпения, но их молитвы часто были проигнорированы. Каждый раз, когда она росла разочарованной, она вспоминала о своем собственном страхе и тех, кто поддерживал ее в сложные времена. У нее была только одна задача – найти того, кто сможет понять и принять Рыжика таким, какой он есть. К счастью, вскоре Мурку стерилизовали, и она стала еще ласковее, что помогло снизить уровень стресса для всей семьи. Олеся не могла не заметить, как после процедуры Мурка стала больше времени проводить с малышами, а ее нежность и любовь только усиливались. Однажды Таисия сообщила, что есть женщина по имени Надежда, которая ищет кошку для компании. 2 года назад она потеряла мужа и искала поддержку в виде пушистого друга. Олеся с радостью согласилась на встречу. Надежда с ее светлым взглядом и доброй улыбкой сразу показалась ей идеальной кандидаткой. Мурка сразу понравилась Наде, и благодаря хорошей связи, которая возникла между ними, Надя предложила взять обеих кошек. В ее глазах была искренность и тепло, и Олеся чувствовала, что это тот самый момент, который сможет подарить 2 сердцам по-настоящему уютный дом. С первых дней Надя приходила каждое утро с лакомствами и игрушками, подчеркивая свою искренность и желание наладить связь. Рыжик, осматривая новую обстановку, постепенно начала доверять Наде, а через несколько дней уже смело позволял себе поглаживания. Она внимательно следила за каждым шагом. Как только Рыжик сделал первый шаг к Наде, радость заполнила ее душу. Когда настал день переезда, Олеся помогала Наде упаковать вещи Мурки и Рыжика. Это было непросто, хотя ее сердце радовалось за них, она понимала, что расстается с частью себя. Мурка посмотрела на Олесю с благодарностью, а Рыжик уже доверяла новой хозяйке.
Олеся обняла их на прощание, и слезы текли по ее щекам. Это были слезы облегчения и боли одновременно. Олеся надолго запомнит этот день, когда сказала «до свидания», и чувство пустоты сразу сковало ее. Прошло несколько дней, и Таисия неожиданно принесла фотографии, где Мурка и Рыжик были счастливы в новом доме с Надей. Сердце Олеси наполнилось теплом. Она почувствовала, что ее усилия не пропали напрасно, и что она не зря боролась за жизни своих подопечных. Олеся возвратилась на работу с новыми чувствами и пониманием. Она стала волонтером и начала помогать приютам, рассматривая это как свою собственную миссию. Прошло время, и Надежда прислала Олесе фото, где Мурка и Рыжик сидели рядом на диване, ослепительно улыбающиеся. Олеся хранила эти фотографии в ящике стола, вспоминая, как Мурка научила ее верить в чудеса. Каждое фото вызывало у Олеси нежные воспоминания. Она снова и снова вспоминала, как Мурка хотя бы на короткое время сменила ее мир и внесла в него тепло и надежду. Жизнь Мурки и Рыжика в доме Надежды стала доходчивым доказательством того, что любовь и забота способны исцелить любые раны. Эти две кошки стали символом надежды, на который можно полагаться в любой ситуации. Олеся понимала, что каждый из нас способен изменить мир к лучшему. И в этом мире, полном печали и боли, каждое доброе дело имеет значение, и каждая спасенная жизнь – это шаг к светлому будущему. Вспоминая своих подопечных, она знала, необходимость в спасении животных никогда не уйдет, и в ее силы входит делать мир для них лучше.